Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. События ближайшего будущего. Таро расклад на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты для вашего знака зодиака. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, вы переложите те дела, которые у вас стоят, может быть, в плане, на метафору карт, и какая-то подсказка будет. Ну или мы с вами проведем приятное время. Итак, первый вопрос, который мы спрашиваем обычно в нашем традиционном раскладе. Что важно знать? Какие энергии нам покажут карты Таро? Итак, пусть нам прояснят. Что же важно знать для овнов? Чего не избежать или неожиданности? Это у нас будет вторая карта. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать, что вас будет радовать? Достанем и такую карту. Что скрыто? Давайте узнаем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на неделю. И как карты видят, личная жизнь. Мои дорогие овны, если потусторонние шумы какие-то, соседи гуляют очень громко, поэтому на это я не влияю. Будьте милосердны и снисходительны. Итак, смотрим, что же важно знать. Восьмерка кубков. Какой-то вопрос вы сможете решить. У кого-то вопрос по части переезда. Когда выпадает эта карта, мы ищем вот именно выход из какой-то сложной ситуации, из создавшегося положения. Может быть, рассматриваем разные варианты для того, чтобы нам было как-то оптимально хорошо при решении какой-то конкретной проблемы. Или какая-то тема, которая вам нужна, как-то правильно провзаимодействовать. Наверное, все что угодно может идти по этой карте, но самое главное, человек повернулся спиной к прошлому. Значит, или вопрос вам придется решать в новом контексте, или выход из создавшегося положение может быть как раз альтернативный. Или у кого-то, если это связано с переездом, значит это дело как-то сдвинется вперед. Может быть, будут известны сроки по документам, или вы получите уже какие-то документы, но тем не менее какой-то прогресс, пусть незначительный, но он есть уже ментально. И если мы говорим о том, что все же проблемы или вопросы бывают разные, может быть, у кого-то это нужно примириться, вот даже так. И тогда по этой карте тоже проходит, как Соломоново решение мы можем принять. Неожиданности давайте мы с вами узнаем. Прекрасные неожиданности. Вот чтобы вы тут себе не загадали, тут как раз у вас возможность что-то для себя решить более чем положительно. Десятка пентаклей. Может быть, получение денег, получение каких-то подарков. Возможно, как и получение бонусов каких-то по работе. Хотя больше десятка пентаклей говорит о семье или каких-то как торжествах, у кого-то и так может совпасть, или каких-то положительных моментах, которые связаны с вашими близкими, или конкретно с местом жительства, или с каким-то, может быть, и рабочим вопросом, но тогда эквивалент по деньгам, по финансам. По этой карте это само по себе как благополучие, какой-то баланс, причем такой и эмоциональный, и одновременно материальный. Вот правда, тут соединение того, что мы думали, чего мы хотели, и какой-то реальности происходит в неожиданностях, правда, какой-то. Либо у вас проект осуществится, либо вопрос решится, либо вы, мои дорогие овны, просто с кем-то договоритесь, может быть, важный разговор совершите, и это будет тоже для вас хорошим существенным плюсом. Чему сейчас не время? Вот давайте посмотрим, какие энергии может быть. Ну, оно и понятно с такими картами. Принц мечей, бунтарь без причины. В этой колоде так он называется, поэтому бунтарями быть не время. Не время кому-то что-то доказывать. Не время говорить, к примеру, я тебе покажу, докажу, или я подам на тебя в суд. Вот этому тоже будет не время. Не время где-то быть жестким, непримиримым или поддаваться своему импульсу. Вот такие какие-то поспешные действия, они могут привести к совершенно не тому результату. Или вы чего-то не подметите,
Или, мало ли, может быть, и человек обидится, кому-то может не понравиться, кто знает, а этот человек может оказаться очень важной персоной в вашей жизни. Поэтому будьте снисходительны, будьте благородны, в конце концов, мои дорогие овны. Не время импульса, это точно. Что же вам будет помогать? А вот где-то вы останавливаетесь, если себя не тормошите. И, кстати, принцесса жезлов, жезлы, ваша огненная энергия. И нам даже показано, стоит принцесса. Кстати, эта карта говорит о том, что хорошая физическая форма. В принципе, достаточно сил на этой неделе, где-то это тоже помогает. Но обратите внимание, красный плащ, который развивается за спиной принцессы, вот как бы подкладка плаща, она красная в этой колоде карт, цвета тоже имеют значение. То есть это импульс, это ваш Марс, как будто в спину вас может подталкивать. Ну давай быстрее. И правда, на этой неделе есть какой-то вывод или выбор. Вы должны какое-то решение однозначное принять. Но это нужно делать неторопливо. И посмотрите, от ветра плащ нам как будто делится на две части. И несмотря на то, что вот эти энергии, как бы хочется что-то быстро осуществить, шла наша принцесса, но останавливается в последний момент, чтобы перепроверить, а нужно ли этим заниматься, а правильно ли будет, если я приму именно такое решение. Или, кто знает, может быть, она нам показана, как на развилке судьбы, она решает куда, вправо или влево, или с кем. Вот поэтому какая-то, как знаете, недолгая заминка, маленькая короткая пауза, чтобы перепроверить, не остановиться, чтобы что-то там притягивать из прошлого. Нет, вовсе нет, нам карты как раз об этом говорят. Но и не тот импульс, который сметает все на своем ходу, это тоже. Поэтому какие-то рациональные очень действия и совсем не спешные. Что скрыто? Вот смотрите, правда, вы знаете, если вы куда-то поторопитесь, вы не увидите какого-то подвоха, к примеру. Или вы можете повторить какую-то ошибку. Вы можете помириться на этой неделе, к примеру, если правда есть такой человек, пусть это даже не ваш близкий или любимый, а это ваш где-то социум. Но карты нам говорят, что жизнь, вот так судьба складывается. Если мы с кем-то вступили в конфронтацию, нам судьба будет как нарочно этого человека преподносить как будто в разных случаях. Мы его будем встречать. Или он будет каким-то образом фигурировать, напоминая нам о себе, пока мы какой-то с ним нейтралитет не выстроим. Правда, это так бывает часто. И поэтому нет смысла, опять же, настаивать на своем. Не случайно принц мечей вам выпадает в контексте, чему сейчас не время. Вот эти энергии, они вам не окажут какой-то помощи, поддержки, и, может быть, они вам где-то даже и привычнее кажутся, может быть, и правда за вами, но сейчас не время какую-то дистанцию увеличивать. Вам нужно не навредить где-то себе. Может быть, это и с другой стороны человек, который близкий человек. По тройке мечей всегда то сердце, которое изранено, и это не новая ситуация, это то, что было в прошлом. И у нас сейчас ретроградный Сатурн в рыбах, и это какая-то ситуация, которая может повториться. Или о себе напомнит человек, или с человеком вы уже все вроде бы, может быть, неважно, к чему он, к какому общению, кругу общению принадлежит. Может быть, ближайшему, может быть, и чуть дальше. Но вот есть такой момент, что вы с ним вынуждены столкнуться по какому-то вопросу, может быть, финансовому, или, может быть, документальному, что-то оформить. И вот не повторить какую-то ошибку, когда, настаивая на своем, ну, где-то вы не увидели того тонкого нюанса, когда можно было заключить перемирие. Прекратить какую-то конфронтацию. Вот поэтому, что скрыто? Вы как будто обновить можете какую-то прежнюю ситуацию, или она может у вас где-то быть повторена, и поэтому не найдите какие-то грабли старые именно еще раз, мои дорогие овны. Будьте внимательны. Всегда по тройке мечей идет такое значение,
как здоровое равнодушие, когда нас невозможно купить на лесть, или нас точно так же невозможно ранить какими-то обидными словами. Вот держите абсолютный нейтралитет. Будьте в каких-то, совершенно для вас непривычных энергиях, чтобы это было непривычно не столько для вас, сколько для окружающих, самое главное. Тут ведь могут вас провоцировать, не случайно принц мечей выпадает, и значит вы можете столкнуться с таким бунтарем-одиночкой. Конечно, это могут быть и ваши энергии, но и люди могут провоцировать. Поэтому покажите свою совершенную какую-то непричастность или непроницаемость, но будьте при этом очень проницательны. Дела, работа, бизнес. Придется договариваться. По двойке пентаклей могут появиться какие-то новые предложения. Или какая-то спонтанная поездка у вас может оказаться. Могут прийти к вам предложения такого порядка, к примеру, по тому виду деятельности, как вариант, которым вы прежде не занимались. Или кому-то из вас, может быть, предложат на месте работы, как вариант, сделать какой-то отчет. Вы не должны его делать. Может быть, по причине того, что руководитель в отпуске или отсутствует и поручит это вам. Да, первый эмоциональный такой отклик: почему я должен этим заниматься? А тогда вот нужно себя где-то сдержать. Почему? Двойка пентаклей нам говорит, что возможности как будто скрываются в тени. Что я имею в виду? Что и карта где-то вторит. Нам ведь изображен жонглер, который как раз жонглирует, где-то манипулирует. И вам вот в этих энергиях по решению документальных, рабочих, где-то и, можно сказать, финансовых вопросов нужно быть в этой энергии. И тогда по этой карте мы можем взяться даже за то дело, которым мы не профессионалы, а получится у нас лучше, чем у профи. Вот есть какой-то такой тонкий нюанс на этой неделе, когда вам нужно не отказываться, а может быть и попробовать себя в новом деле, и это вас удивит. Потому что в хорошем смысле именно у нас два корабля на заднем плане карты, и это один из символов Меркурия, это где-то перемены в вашей жизни, то есть что-то может быть как начальной стадии или первым шагом на пути. Вверху у нас десятка пентаклей к получению другого жалования, другого оклада. Или кто-то вас отблагодарит, может быть и так. Но, тем не менее, будьте гибче. Вот эти энергии вам помогают. Что же по финансам? Я называю туз мечей, выход из лабиринта. Какой-то, может быть, вы решите как раз финансовый вопрос. Или закроете... У кого, допустим, сложная какая-то финансовая ситуация была, значит, мои дорогие овны, будет здесь для вас выход. Да, где-то через взаимодействие, через какие-то договоренности, но вы как будто с чем-то определяетесь на этой неделе. И тоже ведь выбор предшествует тузу мечей. Имеется в виду вот как двойка мечей, как будто мы шли по какому-то пути, дороге, и мы останавливаемся, потому что дорога завершилась. И нам нужно выбрать либо направо, либо налево. И где-то этот выбор, если вы делаете правильно. А торопиться не нужно, вот что вам помогает. И тогда вот этот выход из лабиринта будет найден. Хотя я должна сказать, что вы можете... К примеру, ведь у кого-то все банально. Допустим, вы не работаете или не работаете на этой неделе. Это могут быть какие-то внутрисемейные или среди ваших родственников разговоры, к примеру, о покупке чего-либо. И вы будете против, мои дорогие. А кто-то будет вас, может быть, наоборот, настаивать, уговаривать. Или какая-то обратная ситуация. Но здесь вы можете как раз договориться. Хотя я также не исключаю, что по тузу мечей вы как раз можете и отказать, все-таки это на деньги. Вы можете как и себе отказать в каких-то тратах, вы можете отказать кому-то. Но если вы кому-то отказываете, то тогда делайте это элегантно, чтобы это не было как мокрым полотенцем по лицу. Вот сделайте как-то красиво, чтобы, мои дорогие овны, кого-то не обидеть. Вот скажу прямо. Личная жизнь. У кого-то, правда, переезд стоит на повестке недели, и вам придется решать какие-либо вопросы. Хотя по шестерке мечей карта заслуженного успеха, это может быть поездка и в отпуск.
Причем по этой карте могут меняться, знаете, как место дислокации, время отправки, какие-то условия вашего проживания. Что-то может корректироваться на этой неделе. Помните, по шестерке мечей мы всегда, ну, есть элемент того, что мы должны что-то продолжать и при этом быть готовым к неожиданностям. У кого-то из вас это может быть, хоть и на личную жизнь выпало, это может быть ситуация по работе, когда вы меняете работу, и тогда вы будете тоже что-то продумывать. Все карты говорят нам о чем? Надейся на себя, какие-то такие энергии. Не совсем нам тут про личную жизнь говорят, увы, больше, ну даже если это и вопросы с вашими домочадцами по шестерке мечей, с одной стороны, это ваша позиция сильная, но все предыдущие карты говорят, что вашу какую-то идею или вашу точку зрения нужно подавать как-то очень красиво, более мягко, нежели жестко. И тогда в неожиданностях вот эта десятка пентаклей вы сами себя поблагодарите за то, что были дипломатом. И я так думаю, для тех, мои дорогие овны, кто сейчас в паре, кто человек семейный, то вы как раз можете на этой неделе достичь как и договоренности или получить деньги. Что-то для вас будет плюс, потому что десятка пентаклей. Нет каких-то таких глобальных перемен. Если есть какие-то тонкости, шероховатости, это все решаемо. Но, мои дорогие, для тех, кто один или одна, хочу подчеркнуть, восьмерка кубков и далее десятка пентаклей. Не сидите в гордом одиночестве. Я бы сказала, на этой неделе есть возможность познакомиться. И, может быть, эта возможность совершенно не в том месте, где вы предполагали. Вы, может, думали, к примеру, что это можно осуществить, отдыхая где-то, может быть, вечером. Да, я этого тоже не отрицаю, но я также не отрицаю, что вы можете пойти решать в какую-то организацию тот или иной вопрос или куда-то отправиться даже по делам. И совершенно случайно вы тоже можете познакомиться при каких-то неожиданных обстоятельствах с человеком. Вот такие энергии вам показывают карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.